Что если я скажу тебе, что одна зеленая побрякушка ломает весь баланс Майнкрафта? Мы привыкли потеть в шахтах ради алмазов, но опытные игроки знают, это пустая трата времени. Пока ты копаешь на 11 высоте, кто-то другой за пару минут выменивает топовый лут за палки. Изумруд — это легальный чит или главная ошибка моджинг. Сейчас я докажу тебе, что эта руда одновременно и самое крутое, и самое тупое, что есть в игре. Начнем с того, что изумруд — это единственная валюта, которая реально работает, но только если юзать баг с лечением, о котором знают уже, кажется, даже новички. Схема простая: даешь зомби покусать жителя, потом лечишь его, и этот носатый теперь твой лучший друг с такими скидками, что он отдает тебе вещи всего за 1 изумруд. Почему это имба? Представь, ты находишь библиотекаря, который продает книгу на починку. Так-то она очень редкая, но после лечения 1 изумруд. 1. Это лютый дисбаланс. Ты просто перестаешь ходить в шахты, потому что все нужное, от брони до топовых чар, покупается за горсть зеленых камней. Второй момент — маяки. Чтобы запустить максимальный маяк, нужно 164 блока. Копать столько железа или золота — это духота на несколько вечеров. С алмазами и так все понятно. А вот изумрудные блоки через торговлю формятся стаками минут за 20. Это самый быстрый способ получить бафы типа спешки 2 и при этом не сдохнуть со скуки в шахте. Плюс, давайте честно, изумрудный маяк выглядит достаточно красивым. И еще один момент, который часто упускают. Изумрудный блок — это один из самых ярких и насыщенных зеленых блоков в игре. Если вы строите какой-нибудь киберпанк город с неоновыми огнями или королевскую сокровищницу, вам не обойтись без изумрудов. И тут снова работает эффект доступности. Из-за того, что мы фармим их стаками, мы можем позволить себе строить из них целые стены. Попробуйте сделать то же самое из алмазных блоков в выживании. Вам придется строить невероятные конструкции, причем не одну, чтобы добыть хотя бы стак блоков. Ну и база, халявный опыт. Каждая сделка с жителем насыпает тебе экспу. Зачем строить сложные фермы на эндерменах, если можно просто поторговать палками или морковкой и за пару минут набить 30 уровень? Но если все так круто, почему тогда игроки плюются, когда видят изумрудную руду в шахте? Потому что она бесполезна. Это редчайшая руда, но ее ценность при добыче нулевая. Какой смысл лезть в горы, отбиваться от криперов ради одного камня? Ну и одна из главных бед изумруда — у него вообще нет крафтов. Ты не сделаешь из него броню, ты не скрафтишь из него кирку. В какой-то момент на сервере этих камней становится столько, что их проще выкидывать в лаву, чем строить для них очередной сундук. Это иллюзия ценности, которая просто захламляет твой инвентарь. И, пожалуй, самый жирный минус — изумруд ломает психологию игры. Вспомните свои чувства, когда вы находите первые алмазы. Это же чистейший кайф. А теперь вспомните изумруд. Вы просто проходите мимо. Когда самая редкая руда в игре не вызывает вообще никаких эмоций, кроме вопроса, зачем она тут лежит, это значит, что в геймдизайне что-то пошло не так. Так что в итоге, изумруд — это гениальный или провал? На самом деле это не руда, это социальный инструмент. Разработчики специально сделали его бесполезным в крафте, чтобы заставить нас выйти из шахты и начать взаимодействовать с миром. Без изумрудов деревни были бы просто набором декораций. А вы как думаете, изумруд — это реально крутая валюта? Или моджинг пора бы уже добавить из него хотя бы какой-нибудь декоративный элемент, помимо отделки для брони? Или может нормальные крафты? Пишите свое мнение в комментариях. Ну а если ролик зашел, ставь лайк и подписывайся на меня. До встречи в следующем видео.